Все мы склонны верить в прогресс. Мы спокойно садимся в самолет весом в сотни тонн и без колебаний доверяем ему свою жизнь, убежденные, что труд сотен инженеров, тысячи часов испытаний и строжайшие протоколы безопасности сделали невозможное, подчинили гравитацию. Мы верим в безошибочную логику машины. Но что, если эта вера — самая опасная иллюзия? Что, если в самом ядре наших величайших технологических творений, под блестящей обшивкой, среди ревущих турбин и сложнейших кабелей прячется древний хаос? Невидимые микротрещины, забытые просчеты, человеческая беспечность, ждущая своего часа, чтобы обратить чудо инженерной мысли в смертельную западню. Это не просто рассказы о катастрофах. Это рассказы о тех, кто заглянул за край и чудом вернулся. О людях, которые на собственном теле почувствовали, насколько тонка граница между небом и землей и как легко она рвется. Прежде чем перейти к основной части, хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка станут лучшей благодарностью. Спасибо. 27 минут полета. Высота 5300 метров. Обычный рейс из Бирмингема в Малагу. Второй пилот расстегивает ремень безопасности. Командир расслабленно откидывается в кресле. И вдруг раздается хлопок, словно взрыв небольшой бомбы. Лобовое стекло кабины пилотов вырывает наружу, и поток воздуха, несущийся со скоростью около 650 км в час при температуре минус 17 градусов, буквально высасывает командира из кресла. Его тело, как тряпичную куклу, вырывает из самолета, но ноги застревают у штурвала, и многотонная машина уходит в неконтролируемые пики. Это не сцена из фильма «Катастрофы». Это первые секунды рейса 5390 British Airways. И это только начало нашего расследования. Расследование о том, что происходит, когда металл устает, а люди допускают ошибки. И о том, как иногда, вопреки законам физики и здравого смысла, кому-то удается выжить в аду. 10 июня 1990 года. Аэропорт Бирмингема, Англия. Утренний рейс в солнечную Малагу. На борту BAC-11. 81 пассажир и 6 членов экипажа. Люди предвкушают отпуск, пьют кофе, листают газеты. В кабине пилотов спокойная рабочая атмосфера. За штурвалом капитан Эдвард Лоусон, 42-летний ветеран с налетом свыше 11 тысяч часов. Рядом второй пилот Кевин Мерсер, 39-летний, тоже опытный летчик. Самолет не молод, но считается надежным ветераном британской авиации, эксплуатируется почти 2 десятилетия. Все проверки пройдены, погода идеальная, ничто не предвещает беды. В 7:20 самолет отрывается от полосы. Набор высоты проходит штатно. Пассажиры слышат привычный гул двигателей. Бортпроводники готовятся к обслуживанию. В кабине Лоусон и Мерсер ведут непринужденный разговор. Достигнув эшелона 17300 футов, то есть чуть более 5 километров, они включают автопилот и по привычке ослабляют плечевые ремни. Командир полностью расстегивает поясной ремень. Это нарушение инструкции, но так делают многие пилоты на крейсерской высоте ради удобства. В 7:33, через 13 минут после взлета, в кабину заглядывает бортпроводник Саймон Рид, чтобы принять заказ на завтрак. И в этот момент происходит немыслимое. Оглушительный хлопок. Воздух в кабине мгновенно разряжается, превращаясь в туман. Левое лобовое стекло со стороны командира срывается, и пулей вылетает наружу. В образовавшуюся дыру, как в гигантский пылесос, устремляется все незакрепленное. Карты, журналы, личные вещи и сам капитан Лоусон.
Сила взрывной декомпрессии вырывает его из кресла и тянет наружу. Его тело на скорости свыше 600 км в час оказывается за бортом. Он должен был погибнуть мгновенно, исчезнуть в ледяной высоте, но происходит невероятное. Его ноги в последний момент цепляются за штурвал. Ужас ситуации обрушивается на оставшихся внутри. Второй пилот, Мерсер, оглушенный и дезориентированный, видит, как командир исчезает в ревущем потоке. Саймон Рид, проявив невероятное самообладание, бросается вперед и успевает схватить Лоусона за пояс. Теперь он единственное, что удерживает командира от падения с 5-километровой высоты. Дверь кабины, сорванная с петель, бьет по панели и заклинивает рычаги тяги, а самолет со штурвалом, зажатым ногами командира и отклоненным вперед, отключает автопилот и уходит в крутое снижение. Начинается ад. Мерсер одной рукой удерживает штурвал, пытаясь выровнять падающую машину, другой передает сигнал «Мэйдэй». Но из-за чудовищного рева ветра он не слышит ответ диспетчеров и не уверен, что его вообще приняли. Рид ведет собственную борьбу. Вес тела Лоусона и сопротивление потока грозят вырвать ему руки. Его самого начинает затягивать наружу. Тело командира выгибается дугой и бьется о фюзеляж. Голова и торс снаружи в ледяном потоке 17 градусов. На такой скорости и высоте это верная смерть от удушья и травм. На помощь Риду приходят еще 2 бортпроводников. Они втроем, образовав живую цепь, держат своего командира. Через боковое стекло они видят его лицо. Глаза открыты, не моргают, изо рта кровь. Признаков жизни нет. У кого-то мелькает мысль «он уже мертв, может отпустить». Но Рид кричит, что нельзя. Во-первых, из принципа. Во-вторых, если тело сорвется, его может засосать хвостовой двигатель, и тогда катастрофа неизбежна. Мерсеру удается частично восстановить контроль и перейти в управляемое снижение. Он запрашивает аварийную посадку в Саутгемптоне. Проблема — он никогда там не садился, карт нет, их унесло ветром. Почти вслепую, по указаниям диспетчера, он ведет искалеченную машину к земле. Он не знает, жив ли командир, выдержат ли бортпроводники, сможет ли он посадить самолет один. 35 минут, показавшиеся вечностью, заканчиваются. Мерсер совершает безупречную посадку в Саутгемптоне. Самолет останавливается, спасатели бегут к кабине, ожидая худшего. Они видят обмороженных, изможденных бортпроводников, все еще держащих ноги командира, и безжизненное тело на фюзеляже. Начинают извлечение, уверенные, что достают погибшего. И вдруг кто-то замечает слабое движение. Капитан Эдвард Лоусон открывает глаза. Вопреки всему, он выжил. 22 минуты за бортом на высоте более 5 километров, обморожение, переломы руки, запястья и пальца. Но жизнь сохранена. Через 5 месяцев он вернется к полетам. Но как это могло случиться? Как стекло, рассчитанное на огромные перепады давления, могло вылететь? Расследование показало шокирующую правду. Дело не в конструкции, а в одном человеке и 84 болтах. За 27 часов до рейса при плановом обслуживании меняли это стекло. Работу выполнял начальник смены техников Джордж Хадсон. Не сверяясь с инструкцией, он действовал по памяти. Сняв старое стекло и увидев корродированные болты, решил заменить их, подобрав новые на глаз. И ошибся. Болты оказались на 0,66 мм тоньше, а 84 из 90 еще и на 2,5 мм короче, едва цепляясь за резьбу. Он работал в неудобной позе, спешил закончить смену и не проверил маркировку. И главное, действующая тогда система позволяла ему самому проверить и подписать собственную работу.
Никто не проконтролировал. В полете перепад давления рос и на 5300 метров достиг критического значения. Болты вырвало, стекло массой десятки килограммов вылетело. Этот случай стал суровым уроком для авиации. Пересмотр процедур обслуживания, двойной контроль, жесткая документация, регулярная переаттестация инженеров. История Лоусона, выжившего за бортом самолета, написана кровью, но спасла тысячи жизней, показав, что в небе нет мелочей, и один болт может стоить самолета. Если рейс 5390 — драма одной ошибки, то событие над Тихим океаном 28 апреля 1988 года — эпос системной халатности и усталости металла, история о том, как самолет, летевший на райские острова, превратился в ревущий кабриолет на скорости 500 км в час. Гавайи. Короткий перелет Хило, Гонолулу. Боинг 737 Aloha Airlines, 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет 19 лет служит на коротких маршрутах, совершив почти 90 тысяч циклов герметизации. Перед вылетом все по документам в порядке. Одна пассажирка замечает трещину у двери, но решает, что экипаж знает. На высоте 7300 метров удар, и небольшое отверстие в потолке превращается в огромную дыру. Взрывная декомпрессия срывает 5,5 метров обшивки. Первый класс остается под открытым небом. Бортпроводниц Лору Ким и Сару Нолан сбивает с ног, а старшую Эвелин Парк высасывает наружу. Она исчезает навсегда. Пилоты капитан Шорнштаймер и второй пилот Томпкинс видят, что потолка нет, самолет неустойчив, системы повреждены. Они снижаются к Мауи, не зная, выдержит ли машина. Посадка на 300 км в час, индикатор передней стойки не горит, но капитан решает садиться. Самолет удается удержать. Верх фюзеляжа отсутствует. 65 раненых, 1 погибшая. Причина — коррозия и усталость металла, неадекватные инспекции и огромные циклы давления. Далее следует инцидент 2019 года с МД-88. Дельта. После хлопка пассажир Логан Уэбб видит разрушенный двигатель, носовой обтекатель разрывает турбину изнутри, пламя вырывается наружу. Экипаж отключает двигатель и сажает самолет. Никто не пострадал, но это не локализованное разрушение, потенциально катастрофическое, ускорившее списание старого флота. Затем случай 2017 года с Dash-8 Flybe. При посадке в боковой ветер правая стойка складывается из-за сочетания заводского микродефекта вилки и неисправного датчика. Модель швейцарского сыра. Далее рейс 232 United 1989 года. Разрушение диска хвостового двигателя, потеря всей гидравлики, экипаж Хайнса и пассажир-пилот Фич управляют самолетом тягой двигателей 44 минуты и совершают управляемую катастрофу в Су-Сити, спасая 184 из 296. Затем рейс 123 Japan Airlines 1985 года. Неправильный ремонт гермошпангоута после хвостового удара, усталость, взрыв, отрыв хвоста, потеря гидравлики, 32 минуты борьбы и катастрофа в горах, выжили 4. И, наконец, история de Havilland Comet. Первые реактивные лайнеры 1950-х разрушались в воздухе из-за усталостных трещин, зарождавшихся в углах квадратных окон. Расследование с испытаниями под давлением доказало роль концентраторов напряжений и привело к овальным иллюминаторам, ставшим стандартом авиации. История Comet — трагический урок гордыни и спешки. Каждая круглая оконная рамка сегодня — памятник тем жертвам. И после этого трудно смотреть на мир технологий прежними глазами,
не спрашивая себя, какие еще скрытые дефекты, какие еще квадратные окна заложены в основу нашего блестящего, но хрупкого мира. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, лайк и подписка очень важны для нас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новых видео. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.